Как вы считаете, почему именно в 2012 году вспомнили о российской государственности и решили отмечать данный юбилей, и с чем это могло быть связано? Какие исторические мотивы и какие политические мотивы за этим стоят, на ваш взгляд? Ну, я думаю, в такого рода юбилеях исторические мотивы играют вторичную роль. Всегда можно найти повод, с которого начинать отсчет государственности того или иного события. Поэтому, на мой взгляд, здесь скорее роль сыграли политические причины. Ведь как историки мы понимаем, что государство – это институт, который когда-то появляется, проходит этапы эволюции, исчезает. Все когда-то исчезает, прекращается. Если бы политическая карта мира не менялась, мы бы, наверное, жили еще, я не знаю, при Хаммурапе, там, и Древнем Египте, и Вавилоне, Междуречье. Государства исчезают, создается новая политическая география, распался Советский Союз, распались другие государства. В принципе, это нормальный исторический процесс, мы, историки, это понимаем. Для политиков это большая проблема. Распад государства, даже осознание того, что государство не вечно, оно может исчезнуть, границы могут меняться, вот как на постсоветском пространстве. Я, например, кстати говоря, сейчас считаю, что распад СССР не закончен, он будет продолжаться, и границы и российские, и на постсоветском пространстве еще будут меняться. Но для политика это важный вопрос, потому что политика оперирует немножко другими категориями. И мне кажется, сегодня действительно для российских политиков, для российской элиты, и для граждан России очень важно понять, что же из себя представляет государство российское, как оно дошло до жизни такой, как оно будет меняться, сумеет ли оно сохраниться, в каких границах оно сумеет сохраниться. И лучше всего это сделать для политиков, в частности, сконцентрировав внимание, например, этого года на этом вопросе, на вопросе российской государственности. Вы знаете, вот в Америке очень часто мне задают вопросы, не только мне, это вопрос, который в американской историографии очень часто обсуждается. Почему россияне, вы такие умные, такие замечательные, создали великую культуру, литературу, у вас лучшие математики, у вас там лучшие физики, лучшие ученые, лучшие музыканты мира, но за все тысячелетия существования российского государства вы так и не создали систему власти, которой сами были бы довольны. Как только вы создаете новую систему власти, вы тут же начинаете ее критиковать, расшатывать и гробить, и создаете новую. Почему русские, такие вроде как умные, не могут создать государство, которое существовало бы нормально, обеспечивало бы нормальные условия для жизни общества, развития экономики, и граждане этого государства были бы довольны, по крайней мере, самим устройством системы власти? Это действительно интересный вопрос, который требует обсуждения. Посмотрите на Америку, они уже с самого начала, американская конституция не менялась, государство было создано отцами-основателями, оно продолжает существовать. В России каждое поколение начинает с того, что сносит предыдущую власть, систему власти, предыдущее государство и создает новое. Это действительно проблема. Мне кажется, что это первое, что волнует российских политиков, российский истеблишмент сегодня. И второе, в рамках глобализации вообще идет процесс размывания того, что называется государство. Глобальная экономика, глобальная финансовая система, глобальная идеологическая, если хотите, информационная система приводит к тому, что от государства, как мы понимали в истории на протяжении столетий, остается очень-очень мало. Собственно, сегодня даже не очень понятно, что такое суверенное государство, для чего оно существует, где его границы, что оно контролирует. И в этих условиях тоже важно понять, куда идет развитие, как управлять территорией нынешней России, как модернизировать российское государство так, чтобы оно было адекватно сегодняшнему дню, завтрашнему дню, и не исчезло там через 20 лет, не распалось, например, по национальным границам, как это распался Советский Союз. То есть на самом деле, если говорить серьезно и без пропаганды, то вопрос российской государственности, наверное, для России сегодня самый важный. Не тупой российской государственности, вот, так сказать, с точки зрения сохраним Россию в нынешних границах так, как она есть, а создать государство эффективное так, чтобы у людей и у правительства, и у граждан не было постоянных опасений, что оно развалится, обманет, исчезнет или взорвется гражданской войной. Поэтому мне кажется, что да, это сегодня может быть самый главный вопрос российского бытия. В каком государстве России будет жить следующее поколение, сумеет ли оно сохраниться, не распадется ли.
но при этом сумеет ли найти новую форму этого государства, а не пытаться вернуться к тому, что было в советское время, в XIX веке, потому что это тоже тупиковый путь. Поэтому вот эта концентрация на вопросе государства, мне кажется, важной. Другое дело, будет ли этот год продуктивный, я не уверен. Потому что имитация продуктивности в России доведена до уровня высокого искусства. Любой политик знает, как имитировать свою активность, имитировать успехи. Здесь не об имитации идет речь идет о выживании России. Если Россия не сумеет сохранить основы государственности, модернизировав их до уровня глобального мира, то она исчезнет. И она может исчезнуть в течение следующих 2-3 десятилетий. Вопрос, на самом деле, достаточно острый даже для нашего поколения. Вы затронули очень важный вопрос, сказав о том, что в России очень часто, и не только в России, это общемировая практика, когда пелагии идеи и инициативы, они проходят достаточно формально. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что должно произойти и что должен именно сделать исторический факультет в контексте этого года, чтобы из формальных мероприятий, запланированных, сделать продуктивные, которые бы остались на долгое время, а не только в рамках этого года, потому что действительно инициатива очень важная и чрезвычайно полезная. Я думаю, что в России нет у людей понимания, а зачем им нужно государство вообще, по большому счету. Государство они не любят, они его боятся, не уважают. Государство – это воры, чиновники, это коррупционеры, это полиция, которая не выполняет законы. Это политики, которые им врут, это Дума, которая является фиктивной и так далее. То есть вот этот имидж государства, который есть в стране, он входит в противоречие с самой концепцией государственности. И это государство людям не нужно. Поэтому продуктивность, наверное, будет заключаться в том, чтобы попытаться понять, какое государство сегодня нужно гражданам самой России в первую очередь. Никакой нужно политикам, никакой нужно элите, никакой нужно олигархам. Это понятно, какое нужно. Силовикам там и так далее. Какое нужно гражданам этой страны, какое государство они способны создать, не впадая в иллюзии по поводу своей глобальности, влияния в мире, по поводу своей, так сказать, исторической роли, специального пути там, и всяких других глупостей. Реально нормальное, эффективное, действующее государство, которое будет адекватно для тех людей, которые живут в этой стране. Если такое понимание будет найдено, то, мне кажется, это будет очень полезным годом. Если это сведется к верхушечным разговорам, декларациям, паре конференций, которые соберут в Кремле, разговорам о прошлом. Вообще политика – это о будущем. Вот в России, в частности, это большая проблема России, что все разговоры о политике сводятся к поиску исторических примеров, гордости прошлыми успехами и попытки найти аналогии нынешней ситуации в прошлом. Это будет гибельно. Но если из этого круга удастся вырваться, то я думаю, это будет полезно. Если не удастся, то этот год пройдет зря.